Всех приветствую на канале Трудовичков и, собственно, давайте потрудимся во благо наших сотрудников. Если вы попали на это видео, вас наверняка интересует вопрос. Какими навыками и качествами должен обладать настоящий специалист по охране труда на предприятии для эффективного выполнения своих обязанностей? Собственно, в основе идеальной модели компетенций специалиста по охране труда лежат 9 основных базовых характеристик специалиста, которыми он должен обладать. И сейчас мы их разберем. Контроль в сфере охраны труда представляет собой важную составляющую обеспечения безопасности на рабочем месте. Он заключается в обнаружении нарушений требований охраны труда и принятии мер по их устранению. Специалист по охране труда, осуществляющий контроль, должен располагать достаточным объемом знаний, чтобы эффективно выявлять возможные нарушения. Это включает знание законодательства и нормативно-правовых актов в области охраны труда, а также понимание принципов и методов обеспечения безопасности на производстве. Кроме того, специалист по охране труда должен быть принципиальным и объективным в своих оценках. Принципиальность подразумевает строгое следование установленным нормам и правилам, объективность, способность оценивать ситуации без предвзятости и личных предпочтений. Важно отметить, что контроль не ограничивается только выявлением нарушений. Специалист по охране труда также должен предпринимать меры по их устранению и предотвращению в будущем. Это может включать проведение обучающих мероприятий, улучшение условий труда, внедрение новых технологий, методов работы, а также контроль за соблюдением установленных норм и правил. Компетенция достижения проявляется в тех случаях, когда деятельность специалиста по охране труда направлена на улучшение результатов работы и поиск оптимальных решений. Она также проявляется, когда специалист по охране труда проявляет инициативу и берет на себя ответственность за достижение поставленных целей. Эта компетенция включает в себя умение ставить перед собой амбициозные, но достижимые цели и разрабатывать планы действий для их реализации. Специалист по охране труда с компетенцией достижений стремится к постоянному совершенствованию своих навыков и знаний, а также внедрению новых методов и технологий в свою работу. Он также готов к преодолению трудностей и решению сложных задач, что позволяет ему достигать высоких результатов в сфере своей деятельности. Компетенция обучения в области охраны труда охватывает широкий спектр деятельности, направленный на повышение уровня безопасности и профессионализма работников. Она не только предполагает передачу знаний о правилах и процедурах безопасной работы, но и включает в себя формирование позитивного отношения к охране труда в организации. Когда речь идет о компетенции обучения, специалист по охране труда выступает в роли наставника и наставляет работников по принципам безопасности. Это включает в себя не только объяснение правил и процедур, но и демонстрацию практических навыков и техник безопасной работы. Кроме того, специалист по охране труда осуществляет контроль за уровнем знаний работников в области охраны труда и принимает меры по оперативному устранению пробелов в их знаниях. Это может включать в себя проведение дополнительных обучающих мероприятий, организацию тренингов или индивидуальных консультаций. Так, ну я тебе сейчас лекцию прочитаю. Хорошо. Сиди вон туда, блядь, садись туда, сюда вот. Молчи, блядь, пасть свою заткни. Ему пасть свою заткни! Собственно, компетенция обучения не только способствует повышению безопасности на рабочем месте, но и является важным элементом корпоративной культуры, формируя у работников осознанное отношение к своему здоровью и безопасности. Компетенция заботы о сотрудниках является одной из ключевых для специалистов по охране труда, поскольку напрямую связана с обеспечением безопасности и благополучия персонала организации. Эта компетенция предполагает активное взаимодействие специалиста с сотрудниками для выявления проблемных мест в рабочей деятельности. В результате анализа рабочих процессов и условий труда специалист выявляет потенциальные опасности и риски для здоровья сотрудников. Далее специалист по охране труда принимает меры по улучшению условий на рабочих местах. Это может включать в себя рекомендации по изменению рабочих процессов, внедрение нового оборудования или технологий, проведение обучающих мероприятий, разработку процедур по безопасному выполнению работ. Поведенческими индикаторами компетенции заботы сотрудников может служить реакция специалиста на жалобы и замечания работников. Это включает в себя не только внимательное выслушивание проблем и предложений сотрудников, но и активное участие в их решении. Таким образом, компетенция заботы сотрудников отражает не только профессиональные навыки специалиста по охране труда, но и его чувство ответственности и восприимчивости к потребностям и интересам персонала в организации.
you're welcome. For the tides, the sun, the sky. Hey, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary demigod. Специалист по охране труда, обладающий компетенцией и технической экспертизой, играет важную роль в обеспечении безопасности на рабочем месте. Он не только обладает глубокими знаниями в области охраны труда, но и активно стремится к их расширению и применению. В первую очередь, такой специалист имеет необходимый объем знаний, позволяющий ему анализировать рабочие процессы, как я уже и сказал, для определения потенциальных опасностей. Собственно, благодаря высокой мотивации к расширению своих знаний, он постоянно следит за изменениями в нормативных правовых актах, а также изучает новые технические разработки и технологии. Ох, ход тапс, что такое тапс? Основной задачей специалиста с этой компетенцией является консультирование как работодателей, так и работников организации по вопросам охраны труда. Он помогает разрабатывать, внедрять меры по улучшению условий труда, обеспечивает соблюдение требований по безопасной эксплуатации оборудования. Важным аспектом данной компетенции является взаимодействие с коллегами по обмену профессиональным опытом. Это позволяет специалисту не только углублять свои знания, но и получать ценные практические советы от опытных коллег. Проявление компетенции технической экспертизы позволяет специалисту эффективно контролировать. Безопасное выполнение работы способствует обеспечению высокого уровня безопасности на предприятии. Компетенция, учет ошибок, также известная как опытность, играет важную роль в профессиональной деятельности специалиста по охране труда. Эта компетенция предполагает не только обладание профессиональным опытом, но и способностью анализировать собственную работу с целью предотвращения будущих ошибок. В основе компетенции учет ошибок лежит не только оценка результатов собственной работы, но и разработка мер по их предотвращению в будущем. Это означает, что специалист по охране труда анализирует причины несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, чтобы выявить основные факторы, способствующие их возникновению. Далее специалист предлагает конкретные меры профилактики, направленные на устранение выявленных проблемных моментов. Это может включать в себя изменения рабочих процессов, улучшение условий труда, обучение сотрудников и внедрение новых технологий и так далее и тому подобное. Компетенция учет ошибок является элементом профессионального роста специалиста по охране труда. Способность извлекать уроки из прошлого опыта и применять их для улучшения текущей работы позволяет повышать эффективность деятельности и обеспечивать более высокий уровень безопасности на рабочих местах. Компетенция сотрудничества играет важную роль в работе специалиста по охране труда, поскольку задача обеспечения безопасности работников требует совместных усилий и взаимодействия со множеством заинтересованных сторон. Роль специалиста – это не только наблюдение за соблюдением правил и процедур безопасности, но и активное взаимодействие с другими участниками организации. Он должен эффективно сотрудничать с руководителями, специалистами структурных подразделений, профсоюзными инспекторами труда, а также внешними экспертами, такими как экспертами по специальной оценке условий труда, например, или надзорными органами, например, ФСС, СФР и так далее. Часто возникающие вопросы и проблемы в области охраны труда требуют совместного обсуждения и согласования действий. Специалист по охране труда может консультироваться с руководством по вопросам разработки, внедрения мер безопасности, обращаться к специалистам других подразделений для получения дополнительной информации или поддержки, а также сотрудничать с профсоюзами для выявления и решения проблем. Таким образом, компетенция сотрудничества означает не только способность специалиста эффективно работать в команде, но и его умение находить общий язык с различными заинтересованными сторонами в целях обеспечения безопасности и благополучия работников. Компетенция самоконтроль представляет собой важное качество специалиста по охране труда, которое обеспечит эффективное выполнение профессиональных обязанностей в различных условиях. В основе этой компетенции лежит способность управлять эмоциональным состоянием и контролировать свои реакции на различные ситуации. В работе по охране труда могут возникать ситуации, требующие быстрой и адекватной реакции со стороны специалиста, от обращения срочной помощи пострадавшему до решения конфликтных ситуаций на рабочих местах. Кроме того, специалист по охране труда может сталкиваться с сопротивлением или с враждебностью со стороны окружающих, особенно при внедрении новых правил безопасности или изменений в рабочих процессах. В таких случаях важно сохранять спокойствие и профессионализм, чтобы эффективно управлять ситуацией и добиваться поставленных целей. Также компетенция самоконтроль необходима при работе в стрессовых ситуациях, например, при возникновении чрезвычайных ситуаций или аварий на производстве. Собственно, согласитесь, специалист должен быть способен сохранять ясность мышления и принимать обоснованные решения даже в условиях повышенного напряжения.
Компетенция представляет собой ключевой аспект работы специалиста по охране труда, который стремится повысить уровень безопасности и соблюдения правил на рабочих местах. Эта компетенция включает в себя не только умение оказывать влияние на сотрудников, но и развитие авторитета в вопросах безопасности. Специалист должен быть способен эффективно коммуницировать с работниками на всех уровнях и влиять на их поведение в отношении соблюдения правил и процедур безопасности. Главное, что он должен уметь объяснять важность соблюдения правил охраны труда, демонстрировать свою компетентность и профессионализм, чтобы вызывать у сотрудников доверие и уважение к его рекомендациям и инструкциям. Также важно умение находить общий язык с различными группами работников, учитывать их индивидуальные особенности и потребности. Кроме того, специалист должен быть способен активно взаимодействовать на принятие решений в организации и влиять на формирование политики безопасности. Он может выступать в качестве консультанта для руководства, предлагать новые идеи, методы повышения безопасности, а также участвовать в разработке и внедрении соответствующих программ и мероприятий. Вот подошло наше видео к концу. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то новое относительно того, какими навыками должен обладать специалист по охране труда. И это видео было для вас полезным. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные познавательные видео для вас. И давать обратную связь в виде лайков и комментариев. Также задавайте вопросы в комментариях. И обязательно делитесь этим видео со своими коллегами, друзьями. И можете размещать его на сайтах, каких-то в группах. Я буду этому очень благодарен. Вместе мы сделаем этот мир безопаснее.